Приветствую вас на канале по вязанию Вилана Ян. Меня зовут Светлана, и сегодня я расскажу, как рассчитать плотность вязания крючком. А также покажу, как посчитать, как из полученных данных можно понять, сколько столбиков нужно набрать для обвязки такой кожаной детали. Буду показывать на примере этого узора и вот этой детали. Для расчетов нам понадобится сантиметровая лента и листочек с ручкой. Например, у меня есть две вот таких кожаных детали, которые мне нужно обвязать. И я выбрала узор, которым буду вязать сумку. Мне нужно понять, сколько же здесь столбиков без накида мне нужно провязать, чтобы полотно не стягивалось и ровно все сшилось. Для чего же вообще рассчитывать плотность вязания? Все люди вяжут по-разному, используют разные материалы и разные крючки. В мастер-классе я, например, рассказываю на примере определенной фурнитуры и определенных материалов. И вот чтобы понять, попадаете ли вы в мою плотность вязания, можно связать такой образец и посчитать плотность вязания. А также, если вы используете другой шнур или пряжу, с помощью расчета плотности вязания вы сможете изменить набор воздушных петель и понять, сколько же вам рядов нужно будет провязать. И узнать, сколько же столбиков нужно сделать для обвязки такой детали. Для начала нам нужно связать образец узора. Ссылку, как вязать такой узор, я оставлю. Плотность вязания обычно рассчитывают из квадрата размером 10 на 10 сантиметров. Но для более точных расчетов образец стоит связать чуть больше. Вот я связала 13 на 10. Теперь берем сантиметровую ленту, прикладываем к нашему узору и считаем, сколько же столбиков в 10 сантиметрах помещается. Я буду считать вот по этому ряду. Вот здесь такие горизонтальные перемычки у меня. Так, вот в начало столбика прикладываем и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Записываем. 12 столбиков. Значит, плотность у нас будет равна 12 мы делим на 10. Получаем 1,2. Точно так же рассчитываем, сколько у нас в высоту рядов. Прикладываем сантиметровую ленту, 10 сантиметров, считаем ряды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Получается 13 рядов в 10 сантиметрах. Записываем. 13 рядов. Плотность рассчитываем точно так же. 13 мы делим на 10. Получаем 1,3. Итак, плотность посчитали. И что же нам это дает? Например, вам нужно связать полотно длиной 20 сантиметров. Вы берете 20 сантиметров, умножаете на плотность 1 и 2, получаем 24. Это значит, что для того, чтобы связать полотно длиной 20 сантиметров, вам нужно набрать 24 воздушные петли плюс 1 петля подъема. Допишу здесь. Если вам нужно связать полотно в высоту, например, 30 сантиметров, вы 30 сантиметров умножаете на плотность 1 и 3 ряда. Получаем 39 рядов. Это значит, что чтобы связать 30 сантиметров, нам нужно провязать 39 рядов. Именно при такой плотности вязания. Теперь усложняем задачу, и нам нужно высчитать, сколько же столбиков без накида нам нужно связать для обвязки такой детали. Берем сантиметровую ленту и измеряем длину. Прикладываем. И вот так, не торопясь, измеряем. Так, у меня получилось 36 сантиметров. Записываем. 36
сантиметров. Если я планирую вязаное полотно привязывать вот таким образом, значит мне нужно 36 сантиметров умножить на вот эту плотность, то есть на 1,2. Получаем 43,2. Это значит, что нам нужно провязывать 43 столбика, чтобы вязаное полотно ровненько и плотно обнимало кожаную деталь, чтобы полотно было не стянутым и не растянутым. И чтобы получить 43 столбика в полотне, нам нужно провязать 44 столбика для обвязки кожаной детали на один столбик больше. Всего у меня на этой детали 35 отверстий, и в них мне нужно провязать 44 столбика без накида. Так как отверстий меньше, чем нам нужно провязать столбиков без накида, следовательно, в некоторые отверстия нужно провязать по 2 столбика. Советую прибавки распределять равномерно по всему периметру боковой детали. Сделать обязательно прибавки в углах и здесь несколько штук. И не забывайте, что при любых расчетах бывает погрешность, поэтому, когда начнете вязать, обязательно посмотрите, все ли красиво получается, и если нужно, подкорректируйте. Если вам интересны видео по вязанию, подписывайтесь на мой канал. А я хочу поблагодарить вас за просмотр и пожелать творческих успехов. До скорых встреч!